для нас здесь и для меня лично, потому что это прямая связь с Кеном Уилбером. У нас здесь есть связь со Стеном Грофом, с Арни Минделом, которые здесь бывали. Очень маловероятно, что Кен, конечно, побывает в России, но зато у нас есть я думаю, время прочитать послание, которое написал нам Кен. Да, я очень извиняюсь, из-за волнения забыл. Я бы очень хотел поблагодарить вот это место, Белые облака, которому в субботу исполняется 14 лет. И это невероятно, что именно здесь будет проходить и семинар по интегральной духовности, по тому направлению, на которое очень много возлагают сейчас надежд. И Белые облака очень способствуют тому, чтобы интегральный подход в России занимал свои позиции. Так сказать. Okay. Ура! Ура! Good evening. Добрый вечер. First of all, I just want to thank you very much for coming out tonight. Первым делом хочу поблагодарить вас всех, что вы нашли время и пришли сюда вечером этим. And I would like to thank Zhenya and Dmitry for the invitation. Женю и Диму за это приглашение прийти сюда. And of course, thank you to this beautiful, beautiful center. И этому замечательному центру, где мы собрались. So now I will read the letter from Ken. Сейчас мы будем вам с листа переводить послание Кена, которое только что он нам прислал. Dear friends, Дорогие друзья, it is my great honor to write to all of you and say a warm hello. для меня это большая честь писать вам это послание и послать свой теплый привет с ним. We are living in very trying and difficult times. Живем мы в очень сложные, такие бросающие нам вызов времена. And yet times of unparalleled opportunity and optimistic possibilities. Которые в то же время являются временами или временем несравненных возможностей и весьма оптимистичных перспектив. In particular, we are facing, for the first time in human history, и в частности, впервые в человеческой истории мы лицом к лицу столкнулись с временами, the emergence of a truly holistic or integral consciousness. Когда происходит зарождение или проявление подлинно холистического, целостного, интегрального сознания. Meaning a consciousness that is all-inclusive, embracing, caring, pervading, outreaching, enveloping. Что означает сознание, которое является всевключающим, всеобъемлющим, заботливым, всепроникающим, достигающим всех и объемлющим всех. Never before in humankind's history has this significant a transformation occurred. Никогда прежде в истории человечества подобной значимой трансформации не происходило. All previous transformations, each important to be sure, все предыдущие трансформации, имевшие место, каждая важная по себе, нет спора в этом, were nonetheless partial, fragmented and excluding. Были в то же самое время частичными, фрагментированными, исключающими. Whether magic, mythic, rational or pluralistic. Будь то переходы или трансформации магического, мифического, рационального или плюралистического свойства. And yet, starting just a few decades ago, developmentalists began observing the emergence. И вот лишь несколько десятилетий тому назад девелопменталисты, то есть специалисты, занимающиеся сферой развития личности, начали наблюдать возникновение in rare individuals of an entirely new type of awareness or new type of consciousness. Начали наблюдать развитие в отдельных индивидах, редких на тот момент, совершенно нового типа сознания или нового типа осознанности. One that fully appreciated and embraced all earlier stages of development.
которое в полной мере оценивает и включает в себя, объемлет собою все ранние, предшествовавшие ему стадии сознания, and did not exclude, marginalize, or attempt to suppress them, but transcended and included them all. и при этом не исключает, не маргинализирует, не пытается подавить, но превосходит и включает всех их. Maslow called this self-actualizing. Абрахам Маслоу называл это самоактуализацией. Gebser called it integral a-perspectival. В терминах работ Гебсера это известно как интегральное, а перспективное. For Levinger, it was autonomous and integrated. Левинджер называл это автономной и интегрированной, Graves called it systemic. а Клэр Грейвс — системной. But by whatever name, this consciousness was radically new and altogether revolutionary. Но под каким бы именем она ни пришла к нам и не была известна, эта осознанность или это сознание было чем-то радикально новым и совершенно революционным. Right now, around the world as a whole, only around 2% of the population is integral. На сегодняшний момент во всем мире только лишь около 2% населения находится на интегральном уровне. But this is rapidly expanding, and many developmentalists feel that it might reach 10% within another decade or so. Но рост ее стремителен, и многие девелопменталисты ощущают, предчувствуют, что волна эта может достичь 10% уровня за какую-то ближайшую декаду, за ближайшие 10 лет. In the meantime, as this new consciousness is starting to emerge around the world, И тем временем, когда это новое сознание начинает разворачиваться, зарождаться в мире, there are those humans who have become aware of this fact and have come together to form, in various ways, есть люди, которые осознают в полной мере этот факт и объединяются вместе с тем, чтобы сформировать всеми возможными различными способами what might be said to be an integral movement. сформировать то, что можно назвать интегральным движением. And that is where all of you come into the picture. И это вот как раз то, где мы все сейчас появляемся на этой сцене, то есть мы находимся здесь. Each of you is here to participate in various integral discussions and practices. Каждый из нас, каждый из вас, пришедших сюда, участвует в различных интегральных дискуссиях, обсуждениях, практиках, Because you yourselves are at this integral stage, or, at the very least, have heard of it. потому что вы сами находитесь на этой интегральной сцене, на этом интегральном переднем краю, или, по меньшей мере, хотя бы слышали обо всем этом, вам это известно. And you want to know better how this actually impacts your lives. И вы хотите лучше понять, лучше узнать, каким именно образом это влияет на ваши жизни, Your work, на вашу работу, your relationships, отношения, your roles as father or mother or husband or wife or Во- mate. ваши роли в обществе, в отношениях, как роль отца, матери, мужа, жены, партнера. The sustainability of our planet and such things as the climate crisis. Экологического развития или устойчивого развития нашей планеты и подобных климатическим изменениям вещах. Your political system and your spirituality, to name a few. На политической системе, в которой вы живете, и вашей духовности, это лишь некоторые упомянутые здесь аспекты. Russia actually has a history of integral thinking. Россия на самом деле обладает своей историей интегрального мышления, And certain of its tenets run deep in Russian blood. и определенные ее положения этой интегральной теории, они глубоко, так сказать, внедрены и содержатся в крови русской мысли, русских людей. There is, for example, the rather extraordinary Vladimir Solovyov, Например, есть такой выдающийся мыслитель, как Владимир Соловьев, living 1853 to 1900, годы его жизни, это с 853 по 1900,
who introduced what he called an integral form of knowledge. Который как раз и ввел понятие того, что он назвал в своих терминах интегральной формой знания. And made it the basis of discovering the unity between the human and the divine. И сделал это фундаментом открытия им единства человеческого и божественного. His lectures on the divine humanity in 1878 И его лекции на тему «Божественное человечество» или «Божественный человек» в 1878 году were a milestone in Russian history. Явились таким, как сказать, краеугольным камнем, да, такой вехой в развитии этой русской философской истории. And were attended by many young Russian intellectuals at the time. И многие такие светлые умы, юные мыслители того времени присутствовали там, слушали их. Including Dostoevsky and Tolstoy. Включая Достоевского и Толстого. So, Solovyov is thought to be the prototype of both Alyosha and Ivan in the Brothers Karamazov. И считается, что Соловьев явился как раз прототипом двух персонажей в «Братьях Карамазовых» Достоевского, а именно братьев Карамазовых Алёши и Ивана Старшего. Solovyov's followers, such as S.L. Frank and Sergei Bulgakov, последователи Соловьева, такие как С.Л. Фрэнк и Сергей Булгаков, furthered early integral thinking. Развили далее эти первые этапы интегрального мышления. Deeply embedded in the movement is a desire to understand and experience. Глубоко внедренное или укорененное в этом движении есть желание понимать, страстное желание познания и переживания. What Frank called all unity or total unity. То, что Фрэнк называл всеединством или тотальным единством. To leave nothing out. Не оставляющим за гранью ничего. To include all. И включающее все. Solovyov particularly saw this as the role of divine Sophia or wisdom. Сам Соловьев видел в этом роль или видел это как роль божественной Софии или мудрости. And it is divine wisdom by whatever name. И это есть божественная мудрость, как бы мы ее ни обозначали, как бы ни называли. That continues to empower integral movements the world over. И именно она продолжает наделять силой, продолжает двигать вперед интегральное движение во всем мире. The desire is to cease fragmenting the world. И страстное желание это состоит в прекращении фрагментации, дробления мира, Stop tearing it into shreds. Разрывания его на куски, на лоскуты, ripping it into shards. Примерно то же самое. Devastating its totality and reducing it to slices and slips. Разрушая его тотальность, единство и низводя его до таких кусочков, фрагментов. Broken tokens and partial silos. Каких-то разбросанных знаков, смыслов и отдельных каких-то фрагментарных единиц. For one thing is certain. Потому что одно очевидно. Of all the really wicked problems facing humanity at large in today's world, из всех тех злободневных насущных проблем, которые стоят перед человечеством на сегодняшний день, none of them can be solved with piecemeal, fragmented, partial approaches. Ни одна из них, из этих серьезных проблем, не может быть разрешена каким-то частным, фрагментарным, отдельным решением или подходом. Our approach is, and must increasingly become, наш же подход является и становится все больше и в большей степени integral, интегральным, да, всевключающим, whole and inclusive, цельным и всеобъемлющим, systemic and comprehensive, системным и всевключающим, compelling and embracing. Таким безупречным и совершенным, всеобъемлющим.
Russia is coming out of some 70 years of communism. На сегодняшний день Россия выходит из периода более чем 70-летнего коммунистического режима And is faced now with building a culture that, и на сегодня перед ней стоит задача построения культуры, которая in many ways, picks up at orange reason. Которая во многом подхватит, так сказать, этот поступательный момент развития с оранжевой логики, с оранжевого резона, reconstructs a healthy and functioning democratic government, оранжевой рассудочности, да, и перестроит или выстроит заново здоровое и функционирующее демократическое государство, систему управления, overcomes its broken middle class, восстановит свой разрушенный средний класс and widespread organized crime. И преодолеет распространенную по всему организованную преступность везде. And enters the world stream of commerce and communication. И вольется в поток мировой коммерции, торговли, свободной коммуникации. Free of distortion, domination, and coercion. Коммуникации и взаимоотношений, свободных от какого-то вымогательства, доминирования, давления и прочего. And this is introducing a greater measure of freedom. И это будет привнесение большей степени свободы not only to society as a whole, не только в общество в целом, but to each and every individual in the culture. Но и в каждого отдельного индивида, составляющего культуру. And that is where the integral enters the picture. И вот здесь как раз интегральная или интегральность и выходит на авансцену. At the very least, как минимум, individuals who are aware of the integral movement, индивиды, которым известно о интегральном движении and integral theory and practice, и интегральной теории и практики, can start to fashion their own lives according to integral principles. Могут начать видоизменять, как бы преобразовывать свою жизнь в согласии с интегральными принципами. These include, которые включают, среди прочего, always including all four quadrants. Всегда включать 4 квадранта. Experience, опыт, behavior, поведение, culture, культуру and social и социум. In one's views and actions. Во всех наших воззрениях и в наших действиях. Next. Следующее. Trying to be aware always of all of the various levels of worldviews. Всегда отдавать себе отчет о всевозможных уровнях мировоззрений. Archaic. Начиная с архаического, magic, магического, mythic, мифического, rational, рационального, pluralistic, плюралистического, integral, интегрального and transpersonal. И трансперсонального. And how each of those sees the world and wishes to act on it. И постоянное осознавание того, как каждый из этих уровней сознания видит мир и как желает оказать на этот мир влияние. Integrating these worldviews is a large portion of the integral approach to various issues. И интеграция этих мировоззрений является таким серьезным большим фрагментом, большим значимым элементом интегрального подхода к совершенно различным темам. Next. Следующий момент, третий. Including states of consciousness. Включение состояний сознания. Gross. Грубого. Subtle. Тонкого. Causal. Причинного. Witnessing. Свидетельствующего. And non-dual. И недвойственного. In one's daily practice. В нашу повседневную практику. Thus working constantly to wake up. Таким образом, постоянно работая для того, чтобы пробудиться. From the dream of fragmentation, illusion, and suffering. От этого сна фрагментации или разделенности, иллюзии и страдания. Next. И четвертый момент, следующий. Being aware of the numerous multiple intelligences. Осознавание множественности интеллектов. Or developmental lines. Или то, что известно в терминах интегральной теории линий развития.
that humans possess, которыми обладают все люди. and taking those into account when faced with any significant issues, И принятие их в расчет всякий раз, когда мы сталкиваемся с какими-то серьезными вопросами, темами, including education, включая образование, politics, политику, religion, религию, medicine, медицину and law, и право. where developmental states practice results in waking up, Тогда как стадии развития и практика их результатом своим имеет пробуждение, developmental lines practice results in growing up. а линии развития результатом своей практики имеют взросление или рост. And both of these are part of a truly integral life. И то, и другое являются неотъемлемыми подлинными частями интегральной жизни. То есть практика линии развития и перехода состояний. Line absolutism Такой линейный, либо линеарный абсолютизм, когда мы возводим в абсолют лишь линию развития, absolutizing just one multiple intelligence, и зацикливаемся, абсолютизируя лишь одну из линий множественных интеллектов, is as common as quadrant absolutism, также распространен этот абсолютизм, как и квадрантный абсолютизм and level absolutism. или абсолютизм уровней, And all of them contribute to a non-integral, которые в итоге все вносят свой вклад в неинтегральное, non-holistic, не холистическое или не целостное, non-embracing approach to issues. не объемлющее или исключающий подход к темам и задачам. They all, in other words, Иными словами, все они contribute to the fragmentation and brokenness that marks so many of the world's problems. вносят свой вклад в фрагментацию и разрушение и дробление, которые являются характеристикой или такой отличительной чертой многих мировых проблем сегодня. Many of the aspects of an integral approach Многие аспекты интегрального подхода come from modern and postmodern disciplines. проистекают из модернистских и постмодернистских или современных и постсовременных дисциплин, But many also come from the great pre-modern traditions. но многие из них также проистекают из великих премодерн традиций, то есть традиций до современности. In particular, В частности, the integral approach has identified 5 major reasons интегральный подход определил и описал 5 основных причин, an individual isn't enlightened or awakened. причин, по которым индивид не является пробужденным или просветленным, например. Based on 5 of the most important of the great paths of self-liberation. Эти 5 основных причин базируются на 5 наиболее значимых из путей, так называемых великих путей самоосвобождения, Which I will be discussing with you. которые, здесь отсылка к Колину идет, который Колин или я буду с вами здесь обсуждать в ходе этого семинара. The Madhyamaka, Это Мадьямака, the Yogacara, Великий Срединный путь, да? Йогачара, the Dzogchen, Великое Совершенство или Дзогчен, the Vedanta, Веданта and the Christian, и христианская традиция. added to modern and postmodern approaches В добавление к модернистским и постмодернистским подходам to growth and development. к росту и развитию личности. This gives us a broad-based, truly integral approach Все это дает нам действительно такой широкополосный, широкого диапазона, подлинно интегральный подход to growth and development and human evolution. к росту, развитию и эволюционированию или эволюции человечества и человека. This is combined with serious shadow work. И это, конечно, должно сочетаться, этому должна сопутствовать очень серьезная теневая работа или работа с тенью.
or addressing our psychological and psychotherapeutic issues as well. Или, иными словами, работа с или внимание к нашим психологическим и психотерапевтическим темам, вопросам. Thus, not being sabotaged by our own unconscious. С тем, чтобы мы не оказались в ситуации, когда нас саботирует проявление нашего собственного бессознательного. Sound complicated? Сложно пока? Нет? Следите за мыслью. In a way, it is. Это следующая, на самом деле, фраза. Сложно, кажется вам, да? В некотором смысле, да, сложно. But remember, Но помните, these various dimensions are already present in you now. что все эти поименованные нами различные измерения, факторы, они уже есть здесь сейчас, присутствующие в каждом из вас. And they are operating whether you know it or not. И оперируют, работают в вас, знаете ли вы о них или нет, неважно. So your basic choice is whether to be aware of them И поэтому выбор, стоящий перед вами, это выбор, по сути, игнорировать их or to continue to ignore them. или начать их осознавать и отдавать себе в них отчет. But exist they do. Но они существуют так или иначе. And wisdom would indicate trying to be as conscious of them as possible. И показателем мудрости здесь явится попытка быть наиболее осознанным в отношении их, осознавать их в наибольшей мере. And take them all into account. Принять их все во внимание. For a truly comprehensive or integral approach. Для подлинно всевключающего, всеобъемлющего, интегрального подхода к реальности. And once you get started, И начав, you'll find that it's not nearly as complicated as it вы в seems. скорости обнаружите, что на самом деле не так уж это все сложно и запутанно, как это показалось в начале. That it's actually fairly simple and straightforward. И на самом деле довольно все это просто и прямолинейно. And can be worked on as an integral life practice. И над этим можно и нужно работать как над практикой интегральной жизни. In a very honest, open, simple, and beneficial way. Совершенно таким честным, открытым, простым и весьма полезным образом. So I would like to welcome you to this integral workshop. Поэтому я хотел бы еще раз вас всех поприветствовать на этом интегральном воркшопе, семинаре, With some of my top students который проведут мои лучшие ученики, who not only know my material inside out, не только знающие вдоль и поперек весь мой материал, всю эту тему, but have made their own important and original contributions as well. но и привнесшие в него свой уникальный, неповторимый вклад, очень важный вклад, I am joining you all in spirit. как вы вскоре все увидите. Я присоединяюсь ко всем вам в духе, And I am sending all of you much love and much light. и шлю вам океан любви и света. With very best wishes, С наилучшими пожеланиями, Ken Uilbera. Кен Уилбер. So how much did you tell them about who I am? So clearly all of you are interested in Ken Uilbera's work. Ну, так или иначе, все вы, кажется, заинтересованы в той или иной степени в работах, в трудах, в философии Кена Уилбера, да? So you also must be wondering, who am I? Ну, тогда вы думаете, наверное, а что этот здесь делает, кто это такой? So I've been working as Ken Uilbera's assistant for the past 10 years. Последние 10 лет я провел в качестве личного ассистента Кена Уилбера. And this all started because of my mother. И все это началось с моей мамы. I was keeping her awake until 1 or 2 in the morning. Я пытался не дать ей уснуть до часу-двух ночи. Night after night after night after night. Ночь за ночью. When I was 15. Когда мне было 15. And eventually she got tired of this.
Со временем ей это поднадоело, because I was asking her big, important, meaning of life questions. потому что я засыпал ее этими огромными, больше чем жизнь, такими философскими вопросами. And she was tired and wanted to go to sleep.